Тимавы. Меня зовут Тейвил, и добро пожаловать в Грань. For English-speaking audiences, hi, and please don't forget to turn on these subtitles. We've meticulously translated everything from Russian into English. Если вам нравится ролевка и наш контент, не забудьте подписаться на канал и поставить к этому видео лайк. Приятного просмотра! Что, граждане, кто из вас когда-либо был в Швейцарии? Ну или, по крайней мере, когда-либо был в горах? Потому что Цюрих — это достаточно холодное место, даже сейчас, в августе. Сейчас у нас август 2020 года, вы находитесь в Цюрихе в вашем бюро темпоральных расследований. Это помещение на 2 комнаты, обе по размеру примерно как то, где мы сейчас сидим. И этого достаточно мало. Сейчас единственный, кто там непосредственно сидит за столом, рядом с книжным шкафом, полной различной исторической литературы. И, господин Сесоцерс, расскажите, пожалуйста, как вы выглядите? Мужчина, 1,90 м, светлые волосы, голубые глаза и бледный цвет кожи. Совершенно обычный швейцарец. Местный? Местный. Абсолютно. До мозга костей. Служил в местной армии, любишь альпийский шоколад, доил лично молоко и состоял в, я не знаю, швейцарской гвардии, реконах швейцарской гвардии. Ну, по внешности да, но внутри... Имеет дома консерву министра. Каждый день вижу швейцарца и думаю, ну это швейцарец. Ну да, видишь, у него даже швейцарский нож есть. Да. Армейский. Вот. Хорошо. Господин Сесострис, самый обычный из всех швейцарцев, находясь, ожидает своих коллег, своих сотрудников, своих подчиненных. И первым из них в бюро заходит господин Реми Долтон. В бюро заходит не то чтобы молодой, но не старый человек, около 30 лет. В принципе, если уж мы можем определить швейцарцев по внешности, то вы можете и определить и лондонера, скажем так. Он немножко потрепан жизнью, выглядит устало, так немножко подволакивает ноги, когда идет, дверь за собой не закрывает, а просто оставляет ее, чтобы она захлопнулась сама по себе. Вся его внешность, в принципе, тоже ничем не примечательна. У него, наверное, слишком много седины для своих лет. Пропятой Реми Долтон потирает свои светло-серые глаза, подтягивается немножко, чешет щетину, которая у него, видимо, за выходные как раз-таки наросла, и кричит, наверное, в эти 2 комнаты, необычайно громко, непонятно зачем. «Эй, Сесорис, что, как у нас там дела?» Реми! К тебе выходит Сесострис, и ты замечаешь, что его зрачки стали вертикальными. Улыбка стала, знаешь, как будто уже до ушей. Появляются, знаешь, такие клыки. Реми, сколько раз ты должен повторять мое имя неправильно, чтобы его запомнить? По крайней мере, еще один. Как прошел вчерашний день? Меняется он в голосе. Знаешь, замечательно, ничего не помню. Так, как и должно быть. Ну, ох уж это черт. На самом деле резидентом бюро также является Аяна, просто по той причине, что у нее нет никакого либо съемного жилья здесь, в Цюрихе. Она сильно не местная и не временная, возможно. Заходи. Но у меня же нет своего жилья, как я могу туда заходить? Я, наверное, Ты вышла за хлебом. Или что вы там клюете? За крошками. Там, знаешь, так бабушки кормят в парке, да? Там в парке дедок голубей кормит. И ты такая...
среди... У меня есть ощущение, что в какой-то момент Рэми сказал ей «щу, пиджин». Давай. Ну, шутки шутками, а за хлебушком она не выходила. Наверное, она все-таки вышла за какими-нибудь мышами, вполне себе живыми. А Яна внешне выглядит как коренная американка, если кто-то видел коренных американцев. Смуглая кожа, темные волосы, в каком-то плаще, потому что уже прохладно достаточно в Швейцарии. Одежду она носит европейскую, такую стандартную. Тем более вы в Да. Швейцарии, Милан совсем Да. рядом. Ну да, тем более. Просто стандартная одежда, ничем особо не выделяется, кроме своей национальности. Хорошо. Значит, вас уже начинают здесь, вас трое здесь, и в принципе это уже тесно. Однако вы понимаете, что вас здесь станет скоро еще больше. Во-первых, вся команда соберется, вас 5 всего. У вас есть также секретарь, но сегодня он в отпуске. И также придет клиент. И вот клиента приведет один из 2 людей, которые сейчас вместе заходят. Что они там вместе делали, я думаю, это на вашей совести. В данном случае я имею в виду господина Куницына и господина Дамьена. В первую очередь слышно громкое от шагов, и только через несколько секунд дверь с достаточно хорошим толчком открывается, впуская в помещение одетого в черный почти до земли плащ, под которым явно что-то проблескивает, человека, который снимает капюшон и открывает тем, кто находится в комнате, пожилое, изъеденное жизнью, изъеденное стихиями, морщинистое лицо с многочисленными шрамами. И единственное, что сразу видно на этом лице, кроме шрамов, это яркие голубые глаза, которые, несмотря на общий пожилой вид того, кто вошел, очень быстро и четко пробегают по комнате, словно выделяя тех, кто в этой комнате находится. И не говоря ни слова, Максим Куницын с едва слышным проходит куда-то в угол, бросая на пол достаточно большой рюкзак, который в ближайшем приближении, если на него посмотреть, оказывается, в принципе, рюкзаком военным, именно созданным для армии, и начинает в нем копаться. Краем глаза ты также замечаешь, как место, где дверь, точнее замок, вот это, знаешь, выемка, штучка, которую ты закрываешь, открываешь дверь, замок, место, где контактирует со стеной, увеличила вмятину еще немножко сильнее. Господин Куницын, вы не могли бы быть поаккуратней, во-первых, а во-вторых, пожалуйста, вещи свои уберите с прохода, потому что мы ожидаем клиента с минуты на минуту. Собственно, да. Ваш клиент собирается войти сквозь стену, я не понял. Он собирается зайти сюда, и я не хочу, чтобы перед ним был такой бардакс. Ну, собственно, личность. Приблизительно в это время, который, да, всё это. пока они разговаривают, слышны еще одни шаги, приближающиеся по лестнице. Они не настолько тяжелые, но достаточно четко чеканящие по полу, в основном за счет просто-напросто особенностей подошвы ботинок. Спустя какое-то время дверь открывается, и внутрь заходит, несмотря на, в общем-то, относительно теплую погоду, человек высокий в сером ветровом пальто, с достаточно тонкими, можно сказать, несколько аристократическими чертами лица, черными волосами средней длины, которые, с одной стороны, кажется, были уложены в какую-то прическу, но сейчас эта прическа явно сильно уже, скажем так, выбилась и частично упала на лоб. На лице его более всего выделяются большие, пышные и
залихватски закрученные усы. Явно выполнен на некий пижонский манер. И закрывающие глаза, достаточно сильно отблескивающие, насыщенно синие очки. По размеру напоминающие авиаторы, но немного меньше. И с более толстой оправой. Человек этот, заходя, вроде бы не особо ничего, каких-то резких движений не делает, и просто отпускает и захлопывает за собой дверь. Но как только дверь захлопывается, издается шумный хлопок, и с стоящего неподалеку книжного шкафа падает несколько книг, которые зашедший мужчина спокойно провожает взглядом. Пару секунд смотря на Мягко них. говоря, ваш офис не является прям очень современным оборудованным офисом. Это чердак. Очень довольно старого исторического здания. Но это место разваливается по швам. С отдельным входом. Да, вход отдельный. Единственное, что нужно делить лифт с отелем, который занимает остальные этажи этого здания. И человек этот, проследив взглядом за упавшими книгами, пару секунд молча на них смотрит, после чего вновь поднимает голову. Я полагаю, не сильно опоздал. Сняв очки, он проходит мимо стоящего рядом Куницына и Сесостриса, направляясь куда-то к, по сути, ближайшему находящемуся здесь креслу кожаному и сев туда с очень противным скрежетом кожи. Глаза его при этом большие, достаточно глубоко посаженные, за счет чего такое ощущение, что постоянно находится немного в тени. И это ощущение еще более усиливается за счет огромнейших синяков на глазах. Тяжелое, на самом деле, возможно, какое-либо психологическое состояние у господина Дамьена, просто по той причине, что 2 дня назад, предваряя момент, когда вы узнали о вашем заказе, для него произошел достаточно тяжелый психологический звонок. Это звонок его бывшей девушки, которую, возможно, он даже до сих пор безответно очень сильно любит, но эти отношения закончились, причем закончились очень жестко. Эта девушка в данный момент встречается с неким бизнесменом из Германии, литовского происхождения, по имени Йонас Петрас. И этот человек, прознав о бюро временных расследований, очень хочет с вами пообщаться, потому что у него для вас что-то есть. Каким-то образом, конечно, обойдя личные возможные проблемы, информацию о заказе ты передал. И вот теперь вы ждете этого самого Йонаса здесь. Слышите вы за дверью? Со стороны Максима слышен легкий... Под плащом ничего не видно. Войдите. Улыбается Сесострис, глядя на дверь. Ручка поворачивается, ручка круглая такая, знаете, старого типа, а-ля как 80-е производились в Австрии, такими колбочками немножечко. Поворачивается, и в него заходит 2 человека. Один очень высокий, широкоплечий, коротко постриженный блондин в хорошем, дорогом костюме. Мужчина с чертами лица такими, как будто он является ожившей статуей. Тут как будто вот кто-то взял статую, вырезал и оживил. Такой вот шкафчик. И рядом с ним немного более низкий, ему примерно по плечо ростом, мужичок худенький, ребра немножко даже видно, с большими широкими усами и темными волосами, длинными, зачесанными назад. И абсолютно различимый, то, что называется на Западе, югославской улыбкой. Блондин протягивает руку, говорит очень таким жестким немецким акцентом на английском языке. Мы все сейчас разговариваем на английском языке, если что. Вот, говорит: «Здравствуйте». Наш Сесострис так, знаешь, смотрит на руку, потом наш как аккуратно протягивает руку. Да, здравствуйте. Йонас Петрас. Сесострис. Приятно познакомиться. Мне много рассказывали про вас. Ну, естественно. Господа, я так понимаю, господин Куницын, госпожа Аяна, Вот он так. господин Долтон. Пока его там нет, но как раз примерно в этот момент я выхожу из другой комнаты, держа в одной руке чашку с дымящимся кофе, в другом чайник, знаете, из капель на кофеварке. Такой смотрю, оглядываю сцену.
Слышу, как представляется блондин. Кофе. Ой, mate, you want some? Нет, не откажусь. Я всегда знал, что в Швейцарии очень хорошие деловые манеры. Я разворачиваюсь. Не волнуйтесь, мы греметь с нашими... кружка. Я и мои деловые партнеры не подведем. А я в этот момент как раз открыла морозилку и кинула туда пищащий пакет. Мы профессионалы. Месье Сенклер, будьте здоровы. Эстель передает вам привет. Дамьен никак не обращает внимания на это. Я могу куда-нибудь сесть? Конечно, присаживайтесь на этот стул. Оценивает взглядом стул. Не больше 1,5 секунд. Вот выверенно 1,5 секунды по ощущениям. Проходит в него и присаживается. Это Теодор Николич, мой личный помощник. Он просто меня сопровождает. Я присаживаюсь напротив, за свой стол. Он говорит, достает какую-то коробочку. Знаете, как будто коробка с кольцом для того, чтобы сделать предложение. Конкретно вот эта коробка. Открывает эту самую коробку и достает оттуда предмет. Вот примерно вот такой величины. Как бы это оценить? Ну, со спичечный коробок. Это заколка, но не для волос. Дамьен, как человек, который больше всего разбирается в истории и довольно хорошо понимает, что вообще вокруг обычно происходит, понимает, что это заколка для плаща. Плаща, который огромный плащ надевается сзади, использовался, ну, честно говоря, на протяжении большей части Средневековья и некоторых периодов позднее. Вот. Что вы можете мне сказать об этом предмете? Передает его Сесострису. Я оцениваю его с точки пытаюсь оценить его с точки зрения своих знаний истории, либо магии. Ролл Аркана. 15. Одну секундочку. Хорошо. Видно, что... Как ты чувствуешь, скорее, что этот предмет является магическим предметом, практически опустошенным какой-либо магической силы. Ее там практически не осталось, но он когда-то был достаточно могущественным. То есть, прям дрожь немножко тебя пробивает. Наш Сесострис берет эту булавку себе на руку, закрывает глаза, пытается пропустить свою энергию через этот предмет и получить отдачу магическую, и такой... Я чувствую, что это магический предмет, но он опустошен. Я оставлю ее вам. Я бы хотел, по крайней мере на данный момент, знать один вопрос. Откуда она... Даже нет, наверное, не откуда она появилась. Это магический предмет. Что она делала? Ну, мы, конечно, сможем это выяснить за разумную плату. Мы договаривались с вашим помощником. Ах да, Янус. Мы общались с господином Янусом. Мне он дал понять, что вопрос, откуда она появилась, на него ответить много сложней. Но на вопрос, что она делала, проще. Поэтому сначала давайте узнаем, что она делала за $6000. А потом за много большую сумму, говорит он, возможно, мы попробуем ответить на вопрос, откуда она появилась. Клянусь, что-то мы выясним. Вопрос, они сидят за столом сейчас? Между вами нет стола, но если бы он там стоял, то это был бы большой круглый стол. То есть вот вы примерно так по кругу сидите. Но Дамьен сидит отдельно на кресле, и Не имеет как раз в этот момент значения. он, ухватившись руками за две части кресла боковые, за подлокотники, начинает двигать этим креслом вперед, пододвигаясь к ним с просто оглушительнейшим мерзким скрежетом даже резного кресла по деревянный пол. Знаешь, Пока не просто оказывается в нужном месте. Дамьен! Извините меня, Дамьен, не пожалуйста. обратив никакого внимания... Дамьену неизвестны изобретения Томаса Джефферсона. Кресло с колесиками. Не обратив никакого внимания на Клянусь Сесостриса, Дамьен, Анубисом. глянув на Йонаса, говорит: расскажите подробнее, как же вы ее нашли? Я плавал в воде, она блеснула внизу, я ее достал из-под песка.
И почему уверен, что у этого должна быть хоть какая-то важная история? Я плачу деньги, я не знаю, что это такое, мне очень интересно, с самого детства. Хорошо, где вы конкретно нашли, какая река? Река Неман, рядом с городом Советск, Мгм. А подробнее? Еще более подробнее. на границе России, Калининградской области и Литвы. Пруссия. Обожаю Пруссию. Хлопает руками Дамьен с несколько издевательским тоном. Мы займемся нашими изысканиями, и как только мы выясним, мы сразу же дадим знать. Спасибо за то, что... Он протягивает руку, опять же, пожать всем вам по очереди. Он очень выглядит очень счастливым, на самом На деле. момент, когда он Рэми протягивает... заходит такой с чашкой, а как же? Спасибо. Ну, пытается чокнуться, Яна но бедно происходит что-то покачивает. неловкое. Его помощник просто как, я не знаю, бог секьюрити стоял, не трогал мускулом, не издавал никакого звука. Он просто там стоял. На момент, когда он протягивает руку Дамьен вместо просто еще... Амши! Он Его аллергия. Он очень больной человек. благодарит вас и покидает помещение. Желаем приятного здоровья. Как только дверь закрывается, из-под плаща Максима слышно еще раз, только в обратную сторону. Знаешь, в это И время- рука, которая каким-то образом все это время находилась под плащом, оттуда исчезает. Из-под плаща еще раз сверкает блестящая ручка пистолета. Господин Куницын, я благодарен вам за ваше оказание безопасности. И вы все сделали правильно. Я бы сделал так же. Дамьен, Дамьен, положив ногу на ногу и откинувшись на кресле, поднимает синие стекла очков на Сисострис. Сисострис сбрасывает с себя ложную оболочку человека. Перед тобой появляется двухметровый... Человек. Ну, преимущественно. Двухметровый гуманоидальный змей. То есть у меня голова змеи. Знаешь, воротник кобры открыт. Эти чешуйчатые лапы. И рядом висит хопиш. Хопиш — это такой древнеегипетский меч. А на правой руке браслет, на котором скоробей. Дамьен, что это было? Если бы... Подожди, не перебивай. Если бы ты не был мне так важен, я бы тебя растерзал в ту же секунду, как ты стал мне дерзить. Клянусь Анубисом, я тебя отправлю на реки Нила. Разумом ты понимаешь, что он змея, и поэтому он шипит. Но в голове у тебя никак не может не всплывать вся классическая литература 19 века. Дамьен! На самом деле, иногда слышно такое легкое покашливание. Это... А что вы тут все такие больные, смертные? Это Максим постарается скрыть легкое хихиканье. Как назло, ты бросаешь взгляд на одну из упавших книг, когда Дамьен зашел, и читаешь на корочке: Л. Толстой, War and Peace. Это Аяна! Знаешь, такое, значит, через плечо... Максим встает, Да. поднимает книгу и ставит ее На законное место. В тот момент, когда Сисот... Сисострис. Это невозможно Ты выговорить. птица, это нормально. Кикотрис. Да, Кикотрис. Тихо. Давай. Еще до того, как он ее позвал, она оказалась за его спиной. Она достаточно была высокой птицей для своего рода. Белая с серым оперением на кончиках. И под темными, почти черными глазницами были только красные полоски. И, оказавшись за спиной Сисостриса, она мягко положила свою лапку. И он такой как раз: Аянас, у нас больные смертные. Не Пока... могла бы ты заняться ими, пожалуйста? Ну, кстати, да, это довольно страшно с учетом как бы событий недавних, апрельских, сами Но понимаете. нам это не грозит, потому что мы-то высшие создания. Дамьен же в ответ на слова Сисостриса, продолжая постукивать пальцами по подлокотнику, замечает:
Господин Сисострис, позвольте вам напомнить, что именно я привел вам этого клиента. И если я веду себя так, то я понимаю, что он не уйдет, даже когда я веду себя так. А значит, я могу себя вести ровно Вы так, как проявляете позволяю себе. неуважение к нему в нашем... он нас так осматривает, такой знаешь, доме. И это значит неуважение ко мне, а он является моим гостем. Что-то я не заметил, что он отказался платить. Тем временем, Реми, ты, насколько я понимаю, большую часть встречи провел в вашей типа кухоньке. Ну, я слышал $6000, и меня это немножко заинтересовало. Единственное, что меня интересует, насколько она могла быть ценной, когда она была цела. Хорошо, Может быть, в том числе с точки зрения ее магичности. смотри. Начнем с того, что она, во-первых, сначала как не магически ценна в каком-то смысле. Она сделана из серебра. Серебро по происхождению моравское или карпатское. То есть оно было выкопано где-то на территории нынешних Чехии или Словакии, возможно, Западной Украины. Юго-западной Украины. Пока он рассматривает заколку. Да, как раз в этот момент Аяна отвечает Сисострису. Ты Господи, можешь как назвать это... шеф? как это- Или босс. Сисотрис. Или босс. Боск. Да, уважаемая. Я, к сожалению, не могу вылечить душевные проблемы, и особенно проблемы с башкой. Да, у смертных Но- часто такое Но бывает. вы всегда можете использоваться морозильной камерой. Это, конечно, хорошая идея. Но я так долго подбирал эту команду смертных. Реми. Дамьен встает из кресла. Вновь заскрипела кожа. После чего, подойдя, смотрит на заколку. Вы позволите? Да, разумеется, я отхожу. Он берет заколку и начинает ее рассматривать. Дамьен смотрит, есть ли на ней какие-то символы, какие-то обозначения, в принципе, что-либо, что наводит на какие-либо ее связи с какими-либо организациями, родами. О, да. Дамьен некоторое время продолжает рассматривать заколку. Он, во всяком случае, сейчас ничего не говорит и смотрит на дальнейшие, видимо, детали, пытаясь увидеть, возможно, еще какие-то мелкие отметки, обозначения. Довольно мелкая деталь. Тебе нужно сходить до библиотеки, чтобы допинпоинтить это дело. Но, тем не менее, Дамьен на мгновение пытается вспомнить, этот символ какой-то просто общераспространенно скандинавский, или это... Нет, это вообще не более- Ты знаешь, что это не скандинавский символ. Скорее всего, он был нанесен позже. Помню ли я такой символ вообще? Пытаюсь Помнишь ли ты такой символ? У тебя есть ощущение, что тебе нужно посмотреть на гербы правящих династий Франции. Это магический предмет. Магические предметы, в отличие от обычных предметов, намного меньше подвержены естественной эрозии, или как это можно назвать? Коррозии. Хорошо. В любом случае, то, где мы видим бронзовые тяпки времен, там, я не знаю, древней Месопотамии, которые уже практически бесформенный, что и зачем оно было, да, если бы она была магических тех времен, мы хотя бы могли бы понять конкретно, как она выглядит. Вот эта штука выглядит неплохо. У нее есть некоторые смазанные моменты, но крафт, именно стиль, как она визуально выглядит, у тебя вызывает только одну ассоциацию. Скандинавия, викинги. Собственно, Дамьен некоторое время задумчиво стоит, смотря куда-то в сторону окна, как будто бы что-то разглядывая. После чего буквально на месте разворачивается на 180 градусов и, застегивая на пути пальто уже расстегнуто, говорит: я в библиотеку. Проходя к двери, Дамьен на ходу, не особо смотря на Сисостриса, замечает: брошка скандинавская, принадлежит, судя по всему, викингская. Символ на ней, скорее всего, связан с какими-то французскими домами. Тем временем я хочу, наверное, после того, как Дэмиан упоминает французские дома, сфотографировать эту брошку, вычленить с нее это изображение, может быть, там как-то enhance, и basically загуглить. Новый спел, Enhance Image. Ханс ничего не дает, кроме того, что ты немножко лучше узнаешь, как выглядит серебро при очень сильном приближении. То непосредственно вот эту картинку. И вот это... Поиск гугля. Матч в одной из баз данных библиотеки, куда
причем конкретно той базы данных, которую сейчас собирался проверить И Paywall. Дамьен. И Paywall. Пожалуйста, оплатите доступ. Дайте зайти на сайт. Ну, я более чем уверен, что вы не оплатили доступ, но у вас просто есть знакомый, который там работает, и вы можете попросить его. Этот знакомый... Можем ее хакнуть? Этот знакомый является другом Сисостриса. Это по твоему бэкграунду. Ты помнишь, как у тебя должен быть какой-то высокородный товарищ? Как-то вот так получилось, что высокородный товарищ работает в библиотеке. Все очень просто. Его фамилия Габсбург. Давайте. Ну, то есть это база данных, у нее есть какой-то номер, который, я думаю, я копирую и просто отправляю Дамьену на телефон. Посмотри тут. Сесотрис опускается и подзывает к себе свою змею. Зеленая, как мой камуфляж, короче, штука. Подползает к Сисострису. Она очень на него похожа, возможно, родственник. Я такой к нему обращаюсь ментально. Шаум, что ты почувствовал о нашем госте? Тупой как пень. Он точно человек? Он точно смертный? Человек просто от ног до головы. Его помощник же тоже человек. Но он больше похож на меня и на тебя. И такой язык мне. Обоих. Ага, Рик и Морти. Снейк джаз. Я дую, ты дуешь, мы дуем. А так, в библиотеку. Хорошо, да, в таком случае, собственно, Аяна не может выйти сейчас в библиотеку, потому что она на сегодня истратила, так сказать, свой заряд Alter Self. То же самое с тобой. Да, мы остаемся. Мы остаемся, будем через iPad смотреть, как... Нужна ли вашему французу охрана? Дамьен не спрашивает про охрану. Дамьен просто выходит. Он берет кружку, которая здесь находится, наливает туда кофе с этой кружкой и, кивнув Реми, направляется на выход. Знаешь, такой, когда Сесотрис заходит, такой: Максим, ты бы не мог позаботиться о нашем друге, а я... Собственно, как только было сказано Максим, собственно, Куницын уже начинает вставать, совершенно четко направляясь в сторону двери. Замечательно. Смена кадра. Я не буду описывать библиотеку, там есть всякие стандартные для библиотек колонны и так далее. Что интереснее, это то, что происходит внутри, потому что основной фронт это выглядит как какое, знаешь, такое государственное, учреждение. Вот, стол, бюрократы, вся фигня, только вместо бюрократа библиотекаря. Тебе, грубо говоря, нужно подойти, просить связать тебя с Йоханом. Йохан Габсбург. Это его контакт в библиотеке. Дамьен его раньше не встречал, да, ведь? Да, раньше ты его не встречал, обычно Сисострис ему, собственно, с ним в основном контактировал, но сегодня такие особые условия. Да, смотри, прежде чем, собственно, он пришел, я хотел бы ему позвонить, но я не умею пользоваться мобильными телефонами. Вот, и поэтому я бы попросил бы... Ну, наверное, Реми лучше всего подходит для этого. Да, нет, Аяну. Аяна, помоги мне. Я не могу, у меня лапки. У него нет лапок. Нет, все очень Я про неё. просто. Человеческие лапки. Его экран айфона не Я же регистрирует. холодный. Он холодный, Не точно. только, у него электричество еще и плохо куется Я даже чешуя. чешуей, конечно. Понятно. А у тебя руки в чешуе. Конечно. Черт. Современные технологии. Все не для змей. Начинаешь замечать, что у тебя на А Яна экране просто перестает... что-то происходит, вводятся цифры, высвечивается имя Йохан Габсбург, правильно? И начинает мигать типа огонь. Да, Я такой: не благодаришь это. спасибо, что помог с этой... Лирическое отступление, когда Долтон первый раз встретился с Сисострисом и узнал, что он Юанти из Древнего Египта. Он сказал: слышь, что есть, и дал ему поиграть в змейку. Так что это было Snake IO. Такой, да, добрый друг. Ну, я говорю на древнеегипетском. Он отвечает тебе на... Ты немецкий знаешь? Да. На немецком. Нет, немецкий нет. Нет, ты немецкий не знаешь, да.
Что, он тебе говорит, гер сесострес на английском все-таки. Прошу прощения, должен, я на работе. Ага, я продолжаю с ним на древнеегипетском, чтобы было удобно. Ага. Вот, я такой, да хранит тебя Амон-Ra, друг. Да, прибудет с вами Бог тоже, гер сесострес. По какому вопросу? К вам прибудут сейчас смертные от меня. Одного из них зовут Демиан, наглый французик, а второго Куницын, Максим, он его охранник. Пожалуйста, окажите им посильную помощь в поисках. Это важно для нас. Я воль. Здесь будет сделано. Спасибо. Да прибудет с тобой Апис. И кладу трубку. Я думаю, я все-таки, хоть и немного профан в истории, так что промахиваюсь на месяцы и года, но слышал фамилию Габсбургов, и у меня возникает закономерный вопрос. Эй, шеф, а как вы непосредственно познакомились? И почему вы можете ему приказывать? Он древний жрец культа наших богов, а конкретно он служил Атуму. Вот. Я откидываюсь в спинку кресла с немножко хорошим выражением лица. Ты что-то слыхал о том, что есть всякие... грубо говоря, опять же, мы смотрим на 80-е и 90-е. Черт, по всему миру, по всему миру начинают появляться различные культы, и в том числе даже есть культ, который возрождал древнеегипетскую религию. Мало что ты знал, что этот возрождающий культ состоял из настоящих юанти, которых откопали в пирамидах. Мсье Дамьян, вы заходите, собственно, в это самое бюрократическое помещение, и... Дамьен осматривается вокруг и, подходя к стойке, за стойкой кто-нибудь есть? Да, там сидит блондинка с короткой стрижкой пикси такой вот, на бок немножечко. Видно, что у нее вообще, на самом деле, не то, что она прям блондинка, там мелирование. Вот. Очень миловидным лицом, есть только одна проблема. Подбородок. Вот такой вот. Острый. Дамьен, подходя ближе, так слегка приснимает очки. Миледи, позвольте узнать, вы случаем не родственник работающего здесь господина месье Габсбурга? Да, я его сестра, близнец Йоханна. Вы не могли бы позвать его, пожалуйста, у меня очень важное дело к нему. Как вас представить? Представьте меня месье Сенклер. Я уточню, у него ждет ли он вас. Минутку. Берет телефон, закрывает окошечко, собственно, поэтому ты не особо слышишь, что он там говорит. Насколько далеко ты держишься, Максим? Я стою по факту достаточно близко и стою больше спиной к ней и лицом ко всему остальному. То есть я обозреваю, скажем так, арьергард. Максим, ты при этом чувствуешь, знаешь, немножко неуловимый такой какой-то запах какого-то такого одеколонистого типа, который тебя как бы немножко смущает. Ты пока не понимаешь, почему. Я практически не меняю выражение лица, начинаю внимательно осматривать немного из-под лобья всех, кого я вижу, кто находится в этом помещении. Я начинаю аккуратно ходить, двигаясь по помещению. Я одновременно изображаю невероятную заинтересованность тем, что я вижу, и параллельно аккуратно принюхиваюсь. Ты ходишь медленно и делаешь это достаточно аккуратно, да? Да. Perception check. 13. Осматриваешь, но чем дальше ты ходишь, запах становится слабее, ты его перестаешь в какой-то момент чувствовать, даже когда ты возвращаешься на исходную свою позицию, ты его уже не чувствуешь. Угу. Я делаю себе ментальную заметку о том, что я этот запах чувствовал, и в случае, если я с ним повторно столкнусь, я его узнаю. Открывается окошечко. Значит, Гер Сенклер и Гера Куницына ожидают в кабинете 212. Это второй этаж. Вам нужно пройти по коридору налево, на лифт или на лестницу. Просим вас воздержаться от курения, пока вы находитесь в библиотеке. Покорнейше благодарю, миледи. Поднимается Дамьен и, направившись было к двери, останавливается, после чего поворачивается к ней. Его взгляд не понять, потому что все еще скрыт за стеклами очков. Миледи, позвольте поинтересоваться,
А откуда вам известно имя находящегося со мной рядом спутника, учитывая то, что я его не представлял и даже не говорил о том, что он со мной? Мне брат сообщил. Он сказал, что ему был звонок. Насчет А вас. это кого же? Его спросите. Благодарю. А что-то еще? Скажите, у вас где-нибудь есть здесь хороший кофе? Собственно, второй этаж, лифт довольно такой, мягко вас поднимает наверх. Двери открываются, и впереди коридор, собственно. Номера там 201, 250 налево, 251, 299 направо. Что-нибудь такое. Где номер 300, вы не знаете. Вот перед вами дверь, она приоткрыта немножко, и оттуда такой явный запах свежепечатающихся листов на принтерах. Дамьен просто без лишних предисловий, стуков и чего-то подобного заходит, открывает дверь словами: «Прошу прощения, к вам можно?» И не спрашивая никакого, не ожидая никакого ответа, просто проходит и садится за ближайший стул, который видит. Из-за очередного индустриальных размеров принтера вылезает, такой очень, молодой чувак, тоже светловолосый, тоже абсолютно характерный подбородок. Месье Газбург, я так понимаю. А вы, да, говорит, а вы, месье Сенклер, мне звонил Герси Сострес, говорит он, насчет вас. Он сказал, что вам надо помочь, с чем вам какие-то данные найти. Гер Куницын, проходите, присаживайтесь. Мне, действительно необходима помощь с поиском этого символа. Дамьен поднимается, подходит, берет просто один из листов, который там лежит, первый попавшийся, достает карандаш и на нем рисует символ. Там, если что-то на нем написано, он переворачивает просто по обратной стороной. У тебя еще есть цифры кросс-референс этого символа с... Ты по факту или знаешь, ты не символ, ты брошку фоткал уже, да? Вы же нашли, где она упоминается, этот символ конкретно. Да. В общем, если ты смотрел и чекал свой телефон, то ты знаешь, что конкретно тебе нужно. Там есть какая книга, айдишник, который нужно дать библиотекарю, да. Так. А чекал ли я свой телефон? В общем, вопрос. Это уж ты сам решай. Сказал Гер, доставая Газбург, доставай телефон. Не чекал. Бывает. Говорит, символ. Он смотрит на этот самый символ внимательно. Насколько я помню, он как-то связан с каким-то из древних французских дворянских родов. Говорит, это точно полный символ? Не факт. Немножко осматривает, говорит, так, дайте мне 1 минуту, и отбегает, оставляя вас двоих, собственно, пока наедине. Габсбург возвращается с таким немножко нахмуренным лицом, говорит, а можно на символ посмотреть в оригинале, откуда вы его срисовывали? Он залезает в карман, достает телефон, открывает было сообщение к Реми, и видит там сообщение от него. Ага. Там что в сообщении непосредственно сказано? Чисто номер. Айдишник чего-то, что надо посмотреть. Что ты конкретно фотографировал? Я фотографировал брошь с фокусом на символ. Да. Но ты саму фотографию не присылал, да? Собственно, Дамьен набирает сообщение Реми в телефон. Да. Неважно где. Неважно. Да. Можешь ли Френдж-чат. Можешь ли мне сфотографировать брошь, прислать фотографию символа? Буквально за несколько секунд после этого отправляются фотографии со всех ракурсов, подсвечены, увеличены, вычерчены. Уже, в принципе, вектор этого изображения, наверное, у нас тоже есть. Investigation. Мне? Да. Передай модель. Да, осталось только один модуль построить. Investigation 14. Твои... Ты фотографируешь по помощи дронов же, да? Или сам? Телефон. Хорошо. Я фотографировал на телефон. Просто при обычном свете, все такое, Ну, я Хорошо, думаю, обрабатываю как-то эти фотографии. Но за то время, пока они туда доходили, я думаю, у меня уже мог появиться вектор. Так что я не должен. Думаю, что это должно стать проблемой. Я понял тебя. На где-то 5-й или 6-й фотографии, в месте, где символ, ты замечаешь что-то черное, что ты раньше не видел.
Дамьен так смотрит и думает, что тут какой-то блик на фотографии с жемчугом. В общем, выглядит оно вот так вот, он протягивает Гаусбургу на телефон. Именно вот эту фотографию. Нет, все. Сначала одну, там пролистывают, вторую, третью, четвертую, доходит до этой Папочка с фотографии. фотографиями. Вот. Говорит, очень сильно похоже на недорисованный флёр-де-ли. Собственно, это лилия на французском флаге. Скажите, это может ли быть как-то связано с чем-то нормандским? Нормандским, говорит, ну, в принципе, все довольно четко, ну, перемешано обычно. Если речь идет о Франции, там, не знаю, 11, 12, 13 веков. Значит, одну секундочку, говорит, дайте-ка я проверю, собственно. Да, месье Гаусбург, и еще один момент, он пролистывает в начало. Вот этот артикул случаем не из вашей библиотеки? Да, это опись сейчас смотрит, короче. Мгм. Да, это один из источников, это фотографии, которые притащили некоторые ваши коллеги из где-то 17, наверное, века. Это опись имущества Шинонского замка. И он, собственно, выкачивает книжечку и передает тебе, ну, куда вам отправить ее. У нас есть какой-то электронный адрес? На корпоративную почту. Сисострис. Нет, Сисострис.snake. @fringe.com. Причем некоторые S, они с долларов Cyan. Благодарю, месье Габсбург. Вы сказали, что это опись какого-то замка? Да, это опись предметов, найденных в Шинонском замке. Запомни. Я его и так помню. Что такое Шинон? Шинон — это город в долине Луара, Долина, окей. который находится к юго-западу от городов Тур, Блуа и Орлеан. Это мне мало о чем Центральная говорит. Центральная Окей, Франция. Google. Северная, центральная часть Франции. Можешь не убирать телефон, я вам все Там расскажу. мягкий Дима, в принципе. Там очень мягкий. Вот мне нужно понять следующее. Какой был снежный покров тогда? Как Уницин занимается исследованием погоды, я предлагаю вам кого-нибудь одного отправить на карбон-дейтинг, и мы просто придем с результатом сразу. Дамьен, я полагаю, направляется на Хорошо. карбон. Карбон-дейтинг выявил, что данному предмету выявлено от 800 до 1200 лет назад был создан предмет. Ну, если это 800-х, да, Meanwhile, 1900. я хочу начать считать, какой конкретно гейт, какой конкретно камень приведет нас ближе всего к той дате. Да, именно что очень важно, что это ближе всего, потому что и тут я хочу, чтобы кинули хистори все, кроме Сисостриса. Естественно. Не очень. Так, это же 18, 20, да? Нет, Нет, это это D12. Так, D20 еще. 13. 15. Плюсу. 15 плюс... А от чего я забыла? History. Вот От там history? 4. 15 сейчас history плюс 4. 2, 17. У меня не хочу, что у меня плюс 0. Аяна и Долтон. И Дамьен, потому что это довольно простой был бросок. Его провалил только Юджин. Вам нужно оказаться как можно ближе, чисто по той причине, что это очень опасный период. Это хайт Столетней войны. Оу. Так ты же говоришь, центральная Франция. Да, и ровно в этот момент город Орлеан находится в английской осаде уже какое-то время. Ровно в этот момент, касательно имеешь в виду вот эпохи. Вот это зима, в которую вы целитесь. Жанну д'Арк-то можно встретить? Она оперировала примерно этот период. Ты думаешь только о Нарисован. женщинах. Я думаю, что вот он. Я думаю, только только женщина. Да. Странно, теперь я думаю о деньгах этой женщины. Где-то 5-10 километров к юго-западу от Орлеана есть остатки древнего друидского круга, который является вратами активными в период с 1290-х по современности. То есть он так работает? Вы заходите, и ты пытаешься... и, грубо говоря, почему ты навигатор? Знаешь, в лодке с очень бурным потоком. И тебе нужно
Как я понял, вот это типа якорь временной получается, да, вот этот камень. Да. Он дает зайти в поток, он становится активным, возможно, в какой-то момент он выключится, но если ты вот в периоде, когда он работает, ты заходишь в поток, и дальше ты веслом орудуешь так, чтобы попасть в нужное место, но орудовать будет он, потому что у тебя, у тебя все время получалось приставать к рифу. Да не шаг. Главный вопрос, в кого мы наряжаемся? Во французов или в английских? Вот это да, это важный вопрос. Под кого, да, вы Мы хотите? идем к французу. Можешь мне рассказать, как там вообще опознавательные знаки в тот период работали? Хреново они работали, их почти не было. Если ты говоришь по-французски, то значит ты француз. Если ты говоришь по-английски, потому что именно после Генриха V английский язык стал именно вот, на подъеме в Англии, то ты англичанин. Это главное опознавательные знаки, но в принципе типа более синие тона это Франция, более красные тона это... Ладно, Реми. В темное просто одеться. Плащи для более богатых людей. мы же Ну, мы богатые. не лыком шиты. Как вам Ладно, узнать? Реми, встречаем англичан, говоришь, что ты встречаешь французов, говорю я. Я, если что, тоже знаю. Одевайся в французский. красно-синее. С другой стороны, я тоже английский знаю. Так что говорим оба. Так что, мы готовы, я смотрю команду. Хорошо, вы... Кстати, а знание английского, оно на сколько уровня? У тебя 4, значит, что ты сможешь на 3 разговаривать. Ну, нет, не на 3, наверное, на 2 все-таки. 3 это как я, например, знаю английский. На 2 с... Не, а у местными всех англичанами. остальных то, что это common, он на каком уровне? Типа, вот у меня он... У всех на 4. У всех на 4, у всех на 4 он. С английским у вас проблем не будет. Могут возникнуть проблемы с французским, кроме Дамьена. С ним у него проблем особо не будет. Так, ну что, все готовы? Подожди, у меня же французский тоже на 4. У тебя французский на 4? Яна в панике собирает вещи, потому что не знает, что взять, боже. Я абсолютно методичными движениями собираю ровно то, что мне нужно, и достаю из своего шкафчика точно такой же еще один плащ, который у меня есть, только на этот раз он белый. То есть он белый с черным, то есть по факту его можно развернуть, он может быть или черным, или белым. Ехать 6 часов 42 минуты. Сколько вам надо будет бензина в литрах? 6 часов. 7 часов, 7 часов. Сколько километров? Сколько километров ты мне скажи? Окей, хорошо. Мне 650 км. 1,5 Бак. бака. Бак один. Оцени примерно в литрах. 40 литров. Хорошо, господа, с вас 50 евро. Дамьен из машины замечает. В следующий раз заправляйтесь во Францию. Во Франции топливо лучше. Сохрани расчетную бумагу. Расчетную табличку. Да, расчетную табличку сохрани. Дорога заняла у вас, собственно, те самые 6-7 часов. Орлеан. Город, как город, честно говоря, маленький городок. В принципе, во Франции хорошо. Особенно сейчас, август, тепло. Бип-бип! Да едь ты уже! Ну, да, вы, конечно, не в Париже, но водят здесь тоже иногда. Ограничение 40 скорее смущает Максима. Да, и ограничения меня тоже дико бесят. Вы постоянно слышите, как Куницын про себя говорит: ездить негде. Почему в вашу эпоху не научились летать, по-моему? Дамьен просто говорит Максиму: так, говори, что ты хочешь. Если бы ты нам лучше платил, мы бы сюда долетели. Да, Дамьен говорит: кто тебя раздражает? Да он ты видишь? Вот Дамьен видишь? открывает окно и начинает его громко на французском материть. Вы окунаетесь в абсолютно, так сказать, местную нормальную французскую культуру. А мерда, сакаблю, ладно. Знаешь, смотришь, просто такое, знаешь, стоическое выражение лица. Просто Ой, ничего такого. птица, в принципе, плохо выражает свои эмоции, но Аяна просто закрывает глаза лапками и такая: с кем я работаю? Почему я с ними работаю? Вы останавливаете машину на такой импровизированной парковочке, типа, как будто, не то что в лесу прямо, но где обычно для отдыха собираются на все эти шашлыки, около реки и так далее, как у нас на Истру ездят в Москве. Вот, абсолютно так же на берегу Луара.
и находите торчащий просто вот примерно на столечко кончик этого самого древнего друидского, остатка этого древнего друидского камня. Дамьен выходит. Он разминает шею, плечи, проводит по нему пальцем. Я ощущаю потоки времени. Да, ты ощущаешь, что сюда можно зайти. Как ты это обычно воспринимаешь? Это, грубо говоря, когда ты касаешься какого-то камня, ты можешь настроиться, ну, чисто эмоционально, и тебя как будто вот так вот резко... Но нужно, чтобы все за тебя держались. Давайте все руки Ну что, соединим. протягиваем вариант? Пойдемте. Со звуком взводятся тетивы двух арбалетов. И Дамьен делает шаг назад. Он словно падает.